Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами. Не устаю я об этом повторять. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Это общеинформативный характер, но я так думаю, что метафорические образы карт и вот этот прогноз вместе с вашей интуицией, подсказками шестого чувства, какой-то инсайт определенно вам дадут или помогут пазл какой-то сложить, с чем-то определиться. Итак, давайте узнаем. У нас сегодня новая колода Таро Истока. Необычная колода. И если мы говорим про неделю, 14 октября у нас будет солнечное затмение в знаке Весы. Это коридор затмений, потому что следом через 2 недели, 28 октября, у нас будет лунное затмение в знаке Телец. И там правящая планета Венера, поэтому вопросы отношений, заработка, денежного какого-то эквивалента могут быть наиболее активными в этот период. Или словно пространство нас заставляет делать какие-то выводы. У меня, кому интересно, на канале есть видео для всех знаков зодиака и для вашего тоже коридор затмений. Я оставлю ссылку на это видео в инфобоксе, вы можете посмотреть. Ну а мы идем дальше. Что нам подскажут карты на этот период недельный? И первую карту мы достанем. Она будет называться «Что важно знать» или «Что будет в приоритете», может быть, чему придется уделять больше внимания. Неожиданности этой недели. Чего не избежать? С чем мы, может быть, столкнемся, по мнению карт? Чему сейчас не время? Что может помешать? А что нам будет помогать? Достанем такую карту. Что скрыто? Может быть, чему-то не придаем значения. А может быть, что-то скрывают. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Достанем карту. Денежная энергетика для вас на неделю. И что в личной жизни. Достанем также карту «Совет». И давайте откроем. Что важно знать для вас на неделю? Правосудие. И здесь так, как ко мне, так и я. Или с другой стороны, как мы когда-то проявили себя, или что мы решали, каким образом взаимодействовали с людьми в прежний какой-то период, теперь мы тоже можем получить итог. Но эта карта всегда душевного баланса и равновесия, и карта призывает быть честным с самим собой, увидеть какую-то реальность по факту, но где-то не думать, что теперь будет как прежде. Или всегда будет так, как я хочу, например. Здесь есть определенное взаимодействие как и с пространством, так и с людьми, с какими-то ситуациями. И это, по сути дела, какой-то итог мы получаем. У кого-то буквально может быть итог, когда вы будете заниматься вопросами, которые связаны с разбирательствами в суде. Иногда это проигрывается или с какими-то спорами. И значит, есть вариант получить тот самый баланс или договориться, может быть, с вашим оппонентом, но при этом мы тоже готовы идти на какие-то подвижки, уступки, на какое-то взаимодействие. Есть какая-то правда, как данность, мои дорогие близнецы, и это важно увидеть. Иначе мы либо какую-то историю еще можем дальше затянуть, либо за нас могут принять это самое решение, и не факт, что оно будет в нашу пользу. Поэтому увидеть, что есть в реальности. Неожиданность. Девятка чаш. Но тут, скорее всего, как раз, если мы говорим про какие-то имущественные споры, здесь мы получаем как и деньги, так и где-то наши позиции в суде, если для кого-то это актуально, они более сильные. По девятке чаш, когда у нас благополучие, благосостояние, ну вот так по максимуму, когда мы довольны жизнью, что-то мы, значит, сделали хорошо, правильно, остаемся как и собой довольны, так и, в принципе, может быть, той обстановкой, которая складывается вокруг нас. Может быть, как раз от ваших правильно принятых решений, действий или вовремя. Может быть, то, что какую-то ситуацию вы могли увидеть безэмоционально. Все-таки карта правосудия, она не подразумевает, что мы здесь в плену каких-то
как иллюзий, так и, ну, тех эмоций, которые со знаком плюс могут нам помешать, или как мы можем думать, что мы абсолютно правы, а в итоге там как-то это по-другому решается, да. Также и где-то не соскальзываем в глубокую философию. Вот это в целом вам все помогает для того, чтобы вот эту девятку чаш получить. Это карта финансового благополучия, достатка. Может быть, просто кто-то деньги получит, те, которые не ожидал. Или по вашему месту работы каким-то образом вам будет либо новая должность предложена, может быть, это как премии есть вот такие, да, у кого-то, или какие-то еще бонусы. Но определенно нас радует именно какой-то материализм или наш успех в том или ином вопросе. Чему сейчас не время? Паж жезлов. Вы знаете, не время какому-то нашему импульсу, горячности, когда мы что-то бросили и взялись за новое. Какое-то, может быть, предложение нас может очень сильно увлечь именно в плане эмоциональном. Вот нам уже об этом правосудие. А нам говорят, ты все просчитай. Может быть, вообще на этой неделе нет смысла что-то новое начинать. Ведь здесь может быть как и новое знакомство. Мы действительно чем-то можем увлечься, к примеру, человеком в том числе. Но это ни о чем не говорит, что это будет какое-то продолжение или продолжение для нас со знаком плюс. Или, может быть, есть те вопросы, которые как будто нужно завершить по аркану правосудия. Давайте мы посмотрим, а что же нам будет помогать. И нам еще раз одна девятка, девятка монет. Она как раз про благополучие, изобилие, процветание, про наше самовыражение в плане, если мы хотим построить карьеру или удачно, но как-то так скомпоновать наше ремесло, творчество, хобби, развивать. Вот здесь саморазвитие карта и самодостаточности. Ну и, понятно, денежного эквивалента, как будто с деньгами полный порядок на этой неделе, правда. Из разных источников вы можете получать, кстати, деньги. И как будто из всех источников вы получите, мои дорогие близнецы, деньги. Финансы вас радуют определенно. Что скрыто? Есть и страхи, что что-то не получится. Ну, знаете, сколько ни сиди, как будто данным человек изображен, который много думал. Много думать вредно, надо видеть рационально. И у вас это может касаться вопроса, который вот как раз по правосудию вы должны решить. Может быть, принять какую-то реальность за факт. Не раздувать какие-то воображаемые опасения, не соскальзывать в какую-то глубокую философию, я уже об этом говорила. Здесь по этой карте проходит сама по себе тревога. И нет как будто к этому предпосылок внешних, понимаете? Это только в нашей где-то душе, в сознании. Может быть, мы о чем-то сожалеем, да, то, что было в прошлом, но это теперь уже тоже никакого значения не имеет. Нужно идти дальше, нужно реальность отображать от воображаемой какой-то тревоги. Вот какие-то иррациональные, может быть, предчувствия, может на нас нахлынуть, словно через воспоминания, или начать анализировать, а что бы было лучше сделать тогда, как вот в том прошлом, которое уже закончилось. Поэтому не тревожьте где-то ваш разум ненужными мыслями. Придерживайтесь фактов и мыслите рационально. Вот об этом нам говорит карта. В общем-то, мы об этом уже сказали. Дела, работа, бизнес, король мечей, ваша карта. Здесь как важные решения, у кого-то проиграется, правда, люди, которые носят форму, может быть, юристы, может быть, адвокаты. Мы можем столкнуться с людьми, которые узкие специалисты, если мы хотим дома сделать какой-то ремонт. Нам именно нужен тот специалист, который знает, ну, допустим, по отоплению, по водоснабжению, по электрике. Вот такое тоже проходит по этой карте. Мы можем обращаться к врачам тоже, чтобы прояснить по состоянию здоровья те или иные вопросы. Нам не говорят, что мы заболели. Нет, мы о себе хотим знать что-то наиболее точно. Вот как будто тут больше даже с профилактической целью. Или есть какое-то взаимодействие плановое, может быть и так. По этой карте это опять же наши какие-то решения, на своей волне оставаться. И король мечей наиболее удачлив, дела, работа, бизнес и деньги. Вот, видимо, то, что вы себе задумали, или то, что у вас тянется какое-то время, все-таки у нас аркан правосудия выпадает, поэтому близится либо к завершению, либо уже завершается и открывает перед вами
знаете, ну, как перспективы, можно сказать, или скорее новые варианты, которые вам следует рассмотреть. И здесь у кого-то может быть варианты по жилью, варианты по работе, по построению бизнеса, по вашему хобби, или вот что-то новое, но как будто мы сначала с чем-то должны разобраться, подвести итог, и, наверное, вот от этих сомнений, но не просто избавиться, а определиться, различать, да, где рациональное, а где вот та надуманная тревога, которая приходит из ниоткуда и, кстати, уходит в никуда также. Поэтому мысли здесь нужно, чтобы правильно и формировались. Финансы, хотя нам про финансы уже все сказали. Двойка монет. Правда, из двух источников можете получать деньги и как будто останетесь довольными. Есть по двойке монет, как будто мы жонглируем деньгами, как будто мы их не хотим тратить, потому что есть либо у кого-то планы на будущее, либо вы можете бояться тратить деньги, кстати, потому что будущее видится темноватым. Я не знаю, что ждет дальше. Хотя по девятке пентаклей и по девятке чаш нам как раз говорят, себя бы неплохо побаловать чем-то. Но деньги как будто есть. Личная жизнь, пятерка мечей. Вот посмотрите, человек балансирует на двух мечах. А те двое, которые как, ну, образы только, они как будто на заднем плане. Есть по этой карте, в этой колоде Таро Истока тоже такое значение, как Пирова победа, мы одержали победу, да, вроде бы можно было бы радоваться, а нет, вкуса победы. Мы никому ничего не доказали, мы с чем-то не согласились, с нами не согласились, сделали выводы и пошли дальше. И здесь может касаться и в личной жизни. Если мы будем где-то настаивать на своей точке зрения, карта сразу говорит, ничего не докажешь. Будешь балансировать на этих двух мечах. Если действительно нужно, вы хотите, ну, разные же ситуации. У кого-то могут быть и ссоры, например, да, или отсутствие взаимопонимания, или что-то прежде было сделано, сказано, но вот как-то восприняли наши слова или действия, и мы бы хотели как-то ситуацию переиграть. Тут к нам действительно что-то возвращается из прошлого, и это, ну, где-то в личной жизни нас может не радовать. Это правда, как раз вот этой тревоги добавлять. И тогда знаете как? Ну, понятно, что конфронтацию мы не должны увеличивать как будто. И если у кого-то проигрывается такая ситуация, у нас есть возможность как раз еще попытаться договориться или быть услышанным. Или вот с учетом коридора затмения какую-то вашу личную историю как будто переиграть по-другому. Ну, кто знает, может быть, для того, чтобы уменьшить эту дистанцию между людьми, нам придется сделать первым шаг. И после этого мы уже делаем выводы, как откликнется другая сторона, можно ли что-то еще сохранить, или действительно как танец на мечах. Карта Совет, королева Пентаклей, королева монет. Вообще это есть возможность, и нам об этом карта говорит, построить свое благополучие, ведь это карта благополучия, безусловно. Для кого-то из вас она будет говорить о человеке, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог, или, может быть, асцендент, по Луне он имеет именно в этом знаке. И здесь правильное взаимодействие. Здесь как будто значимый человек, видимо, в вашей жизни, либо вам самим где-то в этих энергиях. Карта советует быть, ведь все-таки это карта совет. И здесь проходит все сразу. Как наше благополучие душевное, душевное равновесие, эмоциональное. Потому что королева монет всегда откликается. Для кого-то проиграются вопросы семьи или в семейной паре вашей. Да? И для нас будут две сферы важны, как финансы, так и взаимодействие с людьми, хоть по работе, по делам, ну и, понятно, в личной жизни особенно важно. Поэтому установить, может быть, вот какие-то надежные отношения, может быть, самому разобраться, избавиться от каких-то сомнений и страхов, воспользоваться тем, что нам дает судьба. По королеве монет она сначала задумывает какой-то план своих действий ментально, а после этого она как раз воплощает это в жизнь. Она умеет упорядочивать жизнь. И карта вам советует того же. И поэтому какой области вашей жизни, мои дорогие близнецы, это больше касается? Вот как будто порядок такой, надежность,
Надо вот этому отдавать предпочтение и, наверное, отталкиваясь от этого, решать, как и вопросы, хоть в суде, да, есть какая-то реальность, а не надуманная, хоть в личной жизни, хоть по построению бизнеса или карьеры, хоть по финансам. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.